Всем здорово, пацаны и пацанки, с вами Ник. Все мы с вами чего-то боимся. Кто-то боится темноты, кто-то боится потерять власть, а кто-то боится хуги-вуги. Но кроме этого, в нашем мире есть люди, которые очень сильно боятся кукольную анимацию. К чему я подвожу? Недавно был найден и оцифрован мультфильм Мойдодыр 1927 года. И так как в Lost Media я мастер, я решил сделать обзор на этот мультфильм. Лучше не наливайте теплый чай, а то вы поперхнетесь. Лучше присядьте на диван, а не то вы упадете. И приятного вам просмотра. Мультфильм начинается с этих прекрасных строк. Рано утром на восходе солнца каждое животное спешит немедленно помыться. Нам по классике показывают то, что каждое животное на этой планете умывается каждый день и каждую ночь. Умываются буквально все, кроме Иванька. И Иванка... Как это читается? Короче, все, кроме Ванька, нашего главного героя, у которого в этой экранизации даже мама есть. Ничего себе. Что-то в других экранизациях я такого не припомню. Мама будет нашего Ванька и ведет его в ванную, чтобы помыть. Но наш ГГ бунтарь, поэтому он отказывается мыться и благополучно сваливает назад в кровать. И ложится спать. Но на утро Ванек просыпается не от доброго голоса матери, а из-за того, что его вещи начали убегать. Свечка в печку, книжка под кровать. Все как в оригинальной сказке. Не прошло и полчаса, как вся мебель убежала из Ваниного дома. А потом появился он. Тайлер Дерден. Он пугал всех еще до того, как мультик был найден. Вряд ли, имея робо-руки, кран, торчащий изо рта, и такой криповый хлебальник, вам удастся кого-то не напугать. Наш паровозик Томас отчитывает главного героя из-за того, что у него крошки в волосах. Произносит свою коронную фразу, и начинается погоня от мочалки. Главный герой, как настоящий марафонец, бежит от этой ужасной мочалки. Да какой бежит? Он просто побивает все рекорды по пройденным шагам за день. Но мочалка не отстает и продолжает лететь прямо за Ваньком. Мы уж начинаем думать, что наш Ваня обречен, но он встречает семью крокодилов, которая помогает ему избавиться от мочалки. Вот только крокодилу старшему не нравится невымытое лицо Вани, поэтому он заставил пойти его домой умыться. И вот... В конце концов, наш юноша помылся. И наш повелитель ночных кошмаров встретил его и попросил поцеловать его в лицо. В камеру-то зачем смотреть надо было? Потом небольшие потанцульки, внезапный скример и мораль. Ранним вечером и ранним утром следует спать он. Конец. Так, с обзором разобрались. Думаю, с тем, что мультик криповый, никто спорить не будет. Но если вы, как и я, следили за его поисками, то подумаете, чего-то в этом мультике не хватает. И окажетесь правы. В 2023 году Lost Media умельцы смогли найти пару кадров из мультфильма. И как мы можем заметить, в полной версии мультфильма нету вот этих двух кадров. Еще в том же году был найден диск с 20-секундной версией этого же мультфильма, где была сцена, которой в итоговой версии нет. Но это только на первый взгляд. На самом деле этой сцены не должно быть в мультфильме. Потому что, как я узнал, эта сцена вообще из другого мультфильма. «Приключения Болвашки» 1927 года. Как она попала на этот диск, хрен его знает. В подтверждение моей теории в небольшом предисловии к мультфильму написано то, что от него не сохранилось около 1,5 минуты. Скорее всего, в потерянной сцене была более длинная версия побега от Мойдодыра и крокодила. Так, я думаю, вам интересно, что стало с создателями этого мультфильма и кто они вообще такие. Создатели этого мультфильма — это женатая пара Самуил и Мария Бендерски. И, по правде говоря, у них получилось создать очень жуткий и криповый мультфильм. Он черно-белый, в нем нет звука, и все эти куклы, они какие-то криповые. С одной стороны, можно подумать, что это все получилось случайно, ведь 100 лет назад все было совсем по-другому. Но когда смотришь на Мойдодыра, очень сложно представить то, что такого монстра можно было создать случайно. И когда в конце он так ехидно улыбается, а потом напрыгивает на тебя, начинаешь задумываться, что Мария с Самуилом специально создали такого страшного Мойдодыра, чтобы пугать детишек. Так, стоп, куда-то меня понесло. О чем я говорил? После Мойдодыра Мария и Самуил поучаствовали в ранее упомянутых приключениях Болвашки, приключениях Китайчат, вызове, который не сохранился, сказе про коня худого и коня стального, который тоже не сохранился, энциклопедии на проводах, которая не сохранилась. А есть что-то, что сохранилось?
Ну да. В 1936 году Мария уже без Самуила сняла мультик «Волк и журавль», в котором даже озвучка была. В 1937 участвовала в создании «Волка и семеро козлят», в 1938 участвовала в создании «Чудесного светофора», в 1940 участвовала в создании «Кукольной страны». В общем, у Марии Бендерской очень много работ. Она была настоящим трудоголиком, снимала по одной, а иногда по две работы в год. Но, к сожалению, после «Кукольной страны» в 1940 году она успела снять только «Али Бабу и 40 разбойников» в 1959 году. А Самуил Бендерский вообще после 1932 года ни одного фильма не снял. Единственное, что можно сказать, эволюция Марии Бендерской реально заметна. От крипового кривого Майдадыра до плавного красивого Али Бабы. Конечно, я точно не знаю, сколько детей мучили ночные кошмары после просмотра Майдадыра. Но, возможно, если бы Майдадыр не вышел, то и остальные 15 работ тоже бы не вышли. Ну что ж, Майдадыр, добро пожаловать в семью.